Смотрите, вижу куклу, 8000 она стоит. Это у нас что? Это у нас бисквит США. Мальчик, у него, видите, ручки на шарнирах. Или как правильно это назвать? Ну, в общем, да, вот на таких штыречках болтаются, видите? Одна ручка такая идет, подергивает. Да, это бисквит США. Это у нас ковбой. Ковбой с пистолетом он. Серьезно, я серьезно настроен, меня не трогайте. И я вас не трону. Такой идет. Но лицо у него какое-то взрослого человека, мне так кажется. Так, еще здесь вижу интересный экспонатик. Во-первых, вот эти ножнички. По-моему, какие-то необычные. Так, это что у нас? Ну, рукодельные они. Красивые. А сколько они стоят? 2150. Такие миниатюрные очень. 250 они стоят. Вот эта вилочка, по-моему, для лимончиков. Да, она, кстати, из ракушки. Видите, да, перламутр. Ага, собачки таксы. По всей видимости, набор. Или все-таки одна? Это всегда набор 4500. Таксы для как раз сервировки стола. Что мы вилочку и ложечку кладем вот так вот. Так, а я хотел показать вам пробку вот эту. Смотрите, какая настроенческая. Дерево, из дерева. У него, наверное, голова болтается. Вот, видите, нужно потянуть за эту пимпочку, и он бьет себе по голове. Батюшки, забавно как. Надо же. Люди сидели, это все придумывали. Вербилки. Парочка вот такая. Такой рисунок тоже не встречал. Кленовый лист, да? Мини-мини-мини игольница. Посмотрите. Мини-мини прямо. Мини-миничка. Так, это можно для лимончиков. Такой судочек. А можно и для мыла. Ну, значок Мейсона. Но Мейсон для этого не знаю. Ракушка вот такая. И молочник к ней. Или не к ней, просто одного цвета. Так, вот хорошенькая какая-то кружечка. Могу вам флакон заснять. Сегодня там антикварный рынок. Это магазин цветы, и стоят, встречают вот такие, кто это, я не знаю, видите, они в рукавицах, елки, в шапках и в рукавицах. У этого нет носа, а у этого есть нос. У того, наверное, отпал. Ну, наверное, такие вот Дед Морозы. Забавно, правда? Вот так оформлены витринки просто цветочного магазина. Очень красиво. Правда? Ну, а я бегу на флакон. Это территория, арт-пространство, вот оно туда, в ту сторону протягивается. И в эту тоже. И здесь всякие развлекательные такие и магазины, и отделы. В общем, ну и наш рынок здесь, флакон. Всегда притягивает внимание вот этот вагончик. Ну, для тех, кто хочет перекусить. Ну, а я уже подошел к флакону. Пойду вовнутрь. Магазинчик современной одежды. Вот такая брутальная, например. Кстати, надо зайти посмотреть. Может, что-то вдруг для себя пригляжу. Ящер вот такой на цепи. Инфазм называется магазинчик. В Москве суетно всегда. Все в процессе. Как раз фотографирует модель, видимо, одно из платьев здешнего бутика какого-нибудь. Вот он фотографирует ее и сразу рассматривает. Здесь еще интересные наряды, тоже яркие. Магазин как оформлен. В стиле матрешки или что это? Кокошники, смотрю, там в современной моде. Видите, как используется. Вот, кстати, вышивка. Не вышивка, а накладки кожаные, расшивка такая. Очень даже ничего смотрится, так интересно. Так, но мы забыли, зачем мы пришли. Мы пришли на антикварный рынок. Поднимаемся вверх. Сверху, и вот у нас на две стороны. Вот этот малый зал. Сейчас мы в него зайдем.
И здесь направо еще один зал большой. Ну, люди гуляют. А мне, конечно, хорошо, удобно снимать все это, потому что тепло. К Марине Котовской. Часто я у нее снимаю. И на вернисаже, и здесь, и на Тишинке. У нее, смотрю, здесь чемоданчик собран. Все по 300 рублей. И тут разных мелочей. Смотрите, какие черевички стоят. Парочка. Картинки вижу, целый комплект. Можно одну на другую повесить. С кавалерами и дамами. Сейчас я попрошу у нее, чтобы она спрятала мою куртку, чтобы она мне не мешала снимать вам все это добро. Штопор вот такой. Здесь по 500 рублей все. Кстати, для яиц вот этот лоточек, видите, с розами. Ну вот кружечка какая интересная. Сегодня здесь так тихо, спокойно, размеренно смотрю. А кто знает, может быть, в этой обстановке даже что-то для себя найду сегодня. Хотя не планирую ничего здесь покупать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот еще какая-то игрушка вижу тоже на шарнирчиках. Рэмбо, что ли? Курит сигару. А что это? Ну, видимо, просто подвесной, да? Керамическая игрушечка такая. Вот эти яблочки, их здесь несколько, я так понимаю. Сюда визиточки вставляются. Тоже сервировка стола. Обозначить, где чье место. Вот видите, их здесь несколько. 3, 6. 6 их здесь. Вот такой молочник забавный. 3500 стоит. Так, а вот это интересно, что, по-моему, это откручивающийся флакончик. Да нет, не крутится. Может быть, заржавел? Но, по-моему, это флакон. Да, аромаподвеска. Латунь. 60-е годы. Кузнецов. Так, копилочка. Англия 3000 зачеркнуто, значит, наверное, скидка на нее есть, на копилочку на эту. Кувшин. Это две змеи сплелись в ручку. Галия, Тиффани энд Ко. Барановка, кружка большая. 3500 стоит. По-моему, с русскими березками, да? Березки это. И здесь как будто бы в пару вот такая баночка, наверное, чайница. Хотя это Китай или Япония. Чайница. Но приятный мятный цвет. Зайка. Тоже монетница. Ух ты, музыку-то врубили как. Посмотрите, какая подвеска. Брутальная, мужская. Да, и она маркирована, кстати. Симпатичная, стильная очень. Я в тот магазин все-таки зашел, померил там одну вещицу. Ну, там цены приличные, даже со скидками. Вещи 20 тысяч. Ну, есть хорошие вещи. Так вот, к тому, что я мерил, конечно, подходит вот этот кулончик. Вот такая брошь есть. Тоже с маркировкой. Кстати, смотрите, запонки рыбки. Щучки или кто это? Мачок. Хочу вам показать у Марины. Смотрите, английские. Черненькие. Не часто встретишь такой. Как-то здесь у нее лампы не там светят, да, ничего не видно. Ну, он забавный, с такой оторочкой из цветков. У нее кувшин вот этот. И это центровая ваза.
Ну, тот стол хорошо освещен, а этот темный. Так, а пока я хожу, Марина тут пишет, переписывает. Было по 300, теперь по 100 уже все. Кстати, прикольные рамки. Такие вещицы я люблю, но это пластик. Пластик, ну, смотрится красиво для декора. Яркая. Ну, сама рамка красивая. И вот эта вещица интересная, это часики. Половничек, да, или как его назвать? Ковш. Вот он заводится там, видите? Вот такой забавный ковш в русском стиле. Шляпка вот такая, но она на паука похожа. Ну, можно спросить, сколько стоит, но она такая современная. Георгий здесь торгует, видите, эти шляпка у него здесь написано: куплю ваши книги. У кого старые книги есть? Здесь вот вижу вот такую, полезные советы по жилищу. Кстати, стол очень красивый, здесь есть чем поживиться для любителей фарфора. На любой вкус, посмотрите. Здесь такой комплект. Здесь вот таких два подобных. И вазочки, и блюда. Лампа вот такая миниатюрная. Тарелочки. Бомбоньерочки. Ах, вот красивые две тарелки. Вот, по-моему, на Тишинке я вам снимал вот эту тарелку. А вот эту не видели мы с вами. Вот такая. Да. Сколько, интересно, стоит. Ее бы да в мою витрину. Ой, симпатичная. Сейчас спрошу, сколько стоит. Сколько такая стоит? 2500, ребятки. Ну, это нормальная цена. Море, золото на ней. А это не пойму, что это. Вот это похоже на яблочко, конечно. Или на вишенку. Это, наверное, апельсиночка. Ой, смотрите, какую кружечку я вижу здесь. Необычная, правда? Забавно. Импорт написано, или что это? Что это написано? Какой-то нестандарт. Здесь наши девочки знакомые. Посмотрите, какая у них ваза какая-то, прям вся резная, вырезанная. Активный такой рисунок на ней. И вижу, у них здесь веер интересный. Старая Куба с зеркальцем сразу. Нужно за хвостики потянуть, и тогда выйдут, как их назвать? Махательная история выйдет наружу. Я у них когда-то покупал и сумочки. Ой, какие необычные, интересные. Италия, 4000. И сумочки я у них покупал. И как-то блузку антикварную, винтажную покупал, помню. Денмарк. Кстати, подносик латунный. Тарелка, она же подносик с амуром. Вот на ней есть маркировочка даже. Продукты Флоренции. Флорентийские. Взгляните, какая сумочка. 120 тысяч она стоит. Серебро. И вот эти инициалы. И рамочка из золота. Цепь у нее вот такая.
Красивая вещь. А, еще и с другой стороны все активно, и камешки даже какие-то есть. Заглядение. Что-то мне так вспомнилось Монро, как будто она с ней прям ходила. Красивый уровень. Так, и посмотрите, что тут мне еще показали. Красивую такую брошь. Тоже серебро, да? Нет? На мне похожая брошь. Я тоже ее покупал. По-моему, где? Я там один раз только был на том рынке. И, кстати, мне там не понравилось, но то видео набрало больше всего просмотров. 150 тысяч, что ли. Так, вот эти щипчики красивые для сахара. А такие сколько стоят? 12 тысяч. Серебро, да, получается? Вот здесь инициалы стоят, да. Очень красивая вещица. 12 тысяч, девочки говорят. Что еще я у них нашел? Вот такие роскошные, роскошные запонки. А запоночки? Сверкают прям, посмотрите как. Красота. Напоминает Чехию, да? Ну, не факт. Смотрите, здесь сколько браслетов, выбор какой большой. И все необычные, все нестандартные. Такой, эдакий. Посмотрите, прям они один на другой не похож. Этот вообще малюсенький. Здесь с камешками. Этот жемчуга. Я думал, это двойной. Нет, это два разных. Посмотрите, какой интересный. Ой, а он невесомый, прям просто невесомый. Вот для таких тонких ручек. Совсем там, я не знаю, 16 лет девчушкам. Красиво. Хотя сейчас многие девочки с испорченным вкусом выбираются не изящные, вот такое, совсем другие предметы. А это у нас 2500 кабаре. Забавная, да? Забавная. Это типа фенифть с камешками. Что-то мне освещение не нравится. Ну ладно, я буду посветлее делать саму. Потом уже буду редактировать видео. Броши пошли. Ой, вот это красивое очень. Правда? Я дам кусочек попробовать. Не все вам показал. Там дальше еще интересные. Посмотрите, какие браслеты. Прямо не стандарт. Близким, кому здоровья желаете. Разный. Вот какой. Такой. Вот этот интересный. Вы подарите здоровье, оно надо всегда и всем. Покажите мне пальцы. Смотрите, какой интересный медальон на цепи. Он на такой тяжеленький, весомый. И он как-то, как это назвать, на прокол рисунок. Входит на оборотную сторону. Необычно. Пряжка из кости. А это булавки, волосы. Из кости тоже. Яблочко типа Apple. Подвеска. Ну да, подвесочка. Не сразу различил, но это малыш. Потом увидел, что там и глазки, и ротик есть. Старинный янтарь. 5000 подвесочка стоит. Такой вот маленький малыш. Пупсик. Посмотрите, взгляните только на эти серьги. Необычные. Не знаю, что-то они мне прям понравились. Старенькие. Видите, какая застежка. Знаете, что я вижу? Сергей, он, кстати, завтра выезжает из Бельгии, и он мне везет от Елены из Бельгии. Вот, по-моему, как раз вот такие новогодние игрушки. Это здесь барышни одеты в костюмы разных национальностей. Да, как раз вот подобные такие она мне и отправила в подарок. Здравствуйте. Подобные. Вот эти.
Мишуток здесь, посмотрите, сколько. Мы скучали, как всегда, теперь мы вместе, да, да, да. Начнем сегодня, это важно, мне приятно.